Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Космос кажется молчаливым. Миллиарды километров пустоты, холод и тьма, в которых редкие звезды выглядят как далекие огоньки. На протяжении тысячелетий человек смотрел в небо и задавался вопросом, есть ли там кто-то еще. Еще совсем недавно ответ казался очевидным – нет. Жизнь представлялась уникальным исключением, случайностью, произошедшей на маленькой голубой планете. Но 21 век изменил это представление. Сегодня мы живем в эпоху, когда научные открытия не просто дополняют знания. Они переворачивают наше понимание реальности. И одно из таких открытий связано с небольшим ледяным спутником Сатурна, имя которого еще несколько десятилетий назад было известно лишь астрономам. Энцелад был открыт в 1700-809 году Уильямом Гершелем. Долгое время он считался ничем не примечательным спутником, холодным, замерзшим и геологически мертвым. Но все изменилось, когда к Сатурну прибыл космический аппарат Кассини. Энцелад оказался одним из самых отражающих объектов в Солнечной системе. Его поверхность почти полностью покрыта свежим льдом. Это означало, что поверхность постоянно обновляется. А значит, внутри спутника что-то происходит. Самое удивительное – его южный полюс. Там лед неспокоен. Он трескается, расходится, и из глубин Энцелада в космос вырываются струи воды, пары и ледяных частиц. Эти гейзеры работают постоянно, превращая маленький спутник в активный океанический мир. Под ледяной корой Энцелада скрывается океан. Не локальное озеро, а глобальный водный слой, охватывающий почти весь спутник. По оценкам ученых, объем воды в этом океане может быть сопоставим с объемом всех океанов Земли, несмотря на гораздо меньшие размеры спутника. Этот океан, соленый, теплый, находится в контакте с каменным дном, содержит растворенные минералы и газы. Именно контакт воды с породами создает условия для гидротермальных реакций, ключевого механизма, который на Земле поддерживает экосистемы на океанском дне. На Земле гидротермальные источники – это места, где кипит жизнь. Даже в полной темноте, под давлением и без солнечного света там существуют бактерии, археи, черви и моллюски. Эти экосистемы не зависят от фотосинтеза. Они получают энергию из химических реакций, точно так же, как потенциальная жизнь на Энцеладе. Ученые предполагают, что первая жизнь на Земле могла возникнуть именно в таких условиях. Если это так, то Энцелад не экзотика, а повторение сценария, уже однажды реализованного природой. Кассини стал первым аппаратом, который фактически прикоснулся к океану другого мира. Он многократно проходил сквозь ледяные выбросы, собирая микроскопические частицы льда. Каждая такая частица – это замерзшая капля океана Энцелада. Анализ показал наличие органических молекул, молекулярного водорода, солей, углеродных соединений. Особенно важным стало обнаружение молекулярного водорода, признака активных химических реакций в недрах спутника. Жизнь, какой мы ее знаем, требует 6 основных элементов – углерод, водород, кислород, азот, фосфор, сера. На Энцеладе были обнаружены почти все из них. Отсутствие серы остается предметом дискуссий, но многие ученые считают, что она либо присутствует в трудноуловимых формах, либо была разрушена радиацией. Это делает Энцелад самым полным набором условий для жизни среди всех тел Солнечной системы, за исключением Земли. Поздние исследования данных Кассини выявили сложные органические молекулы, цепочки атомов, напоминающие строительные блоки биомолекул. Это уже не просто химия, а предбиологическая среда. Ученые подчеркивают, подобные соединения не гарантируют наличие жизни, но без них жизнь невозможна. Марс долгое время считался главным кандидатом на внеземную жизнь. Но Энцелад имеет ряд преимуществ. Наличие жидкой воды сегодня, а не в прошлом, химическая энергия, защита океана от радиации, постоянный обмен вещества с космосом. И главное, мы можем изучать океан, не буря лед. В начале 2040-х годов планируется новая миссия к Энцеладу. Рассматриваются варианты орбитального аппарата, посадочного модуля, миссии по доставке образцов на Землю. Каждый из этих вариантов может дать ответ на вопрос, который человечество задает себе тысячи лет. Пока Энцелад изучается как ближайший кандидат, астрономы смотрят дальше, к другим звездам. С помощью телескопов нового поколения обнаружены тысячи экзопланет. Многие из них суперземли, массивные каменистые миры с океанами и атмосферами. Поиск жизни – это не поиск инопланетян с глазами и руками. Это куда более тонкая и сложная работа.
Ученые не ждут, что микробы Энцелада помашут нам из-под льда. Вместо этого они ищут косвенные признаки, которые невозможно или крайне трудно объяснить без участия биологических процессов. Один из таких признаков – химический дисбаланс. На Земле жизнь постоянно нарушает химическое равновесие окружающей среды. Кислород в атмосфере нашей планеты – прямой результат деятельности живых организмов. Без жизни он бы исчез за считанные миллионы лет. Если в океане Энцелада существуют микроорганизмы, они тоже должны оставлять следы. Необычные соотношения изотопов, избыток определенных газов, молекулы, которые не должны образовываться сами по себе. Особый интерес вызывают аминокислоты и их зеркальная асимметрия. На Земле жизнь использует почти исключительно левые аминокислоты. Если подобная асимметрия будет обнаружена в выбросах Энцелада, это станет чрезвычайно сильным аргументом в пользу биологии. История науки знает множество случаев, когда сенсационные открытия оказывались ошибками. Именно поэтому НАСА и другие агентства избегают громких заявлений. Даже сложные органические молекулы сами по себе не означают жизнь. Космос богат химией. Кометы, метеориты и межзвездные облака содержат органику. Вопрос не в наличии молекул, а в их структуре, концентрации и контексте. Ученые вынуждены задавать неудобные вопросы, могли ли эти вещества образоваться без жизни. Не являются ли они результатом радиации? Не исказили ли приборы измерения? Каждый вывод проходит годы перепроверок. Именно поэтому данные Кассини продолжают анализировать даже спустя десятилетия после окончания миссии. Если в океане Энцелада есть жизнь, она почти наверняка микробная. Это могут быть бактерии или археи, похожие на земные экстремофилы. Они, вероятно, не используют кислород, получают энергию из химических реакций, живут вблизи гидротермальных источников, образуют тонкие биопленки на камнях. Это будет жизнь без света, без фотосинтеза, без привычных нам экосистем. Но именно такая жизнь доминировала на Земле на протяжении большей части ее истории. Более того, если жизнь на Энцеладе возникла независимо, это будет означать, что жизнь возникает легко, если есть подходящие условия. Существует гипотеза, что жизнь может распространяться между мирами с помощью метеоритов. Это называется панспермия. Если микробы способны переживать удары, вакуум и радиацию, то теоретически жизнь могла попасть на Землю с Марса или наоборот, или даже распространиться между океаническими спутниками. Если жизнь будет обнаружена на Энцеладе, следующий вопрос станет еще сложнее. Возникла ли она там самостоятельно или имеет общее происхождение с земной? Ответ на этот вопрос потребует анализа ДНК подобных молекул, если они существуют, и сравнения фундаментальных биохимических принципов. Обнаружение жизни за пределами Земли поднимает не только научные, но и этические вопросы. Имеем ли мы право бурить лед Энцелада, отправлять зонды в его океан, рисковать загрязнением чужой биосферы? Существует международное соглашение о планетарной защите, которое требует минимизировать риск заражения других миров земными организмами. Но чем ближе мы подходим к открытию жизни, тем сложнее становится баланс между исследованием и сохранением. Если жизнь будет подтверждена, последствия будут колоссальными. Наука получит второе независимое происхождение жизни, новый объект для биологии, ключ к пониманию универсальности жизни. Человечество получит новый взгляд на свое место во Вселенной, разрушение идеи уникальности Земли, начало новой эпохи космической философии. Это будет открытие масштаба открытия огня, колеса и ДНК, вместе взятых. Энцелад – это не конечная точка, это начало. Если жизнь есть там, значит, она может быть на Европе, на Титане, на экзопланетах, в океанах подо льдом далеких миров. Вселенная перестает быть пустой. Она становится потенциально населенной. Если жизнь существует на Энцеладе, это означает, что она возникает там, где есть условия. Не по воле случая, а как закономерность. Это меняет все – религию, философию, наше представление о человечестве. Мы перестаем быть центром Вселенной, но становимся ее частью. Возможно, первая внеземная жизнь окажется микроскопической, без разума, без цивилизаций. Но ее существование будет означать, что Вселенная жива. И когда-нибудь через десятилетия или века человек заглянет под лед Энцелада и увидит, что он не один.